Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию я хочу предложить национальное блюдо. У меня на канале есть много разновидностей чуду. И это одно из любимых национальных блюд дагестанской кухни. И сейчас туристы Дербента очень радужно воспринимают эти блюда. И сегодня я буду готовить с вами табасаранское чуду цикап, очень популярное в Южном Дагестане. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В глубокую миску высыпаю пшеничную муку высшего сорта, заранее просеянную. Здесь у меня 700 грамм. Мы будем готовить пресное тесто. Сюда же добавляю 1 чайную ложку соли. Кстати, что касается муки, то я вам могу сказать, что если вы хотите диетический вариант чуду сделать, то вы можете большую часть, допустим, 500 грамм добавить первый сорт муки и где-то 200 грамм второй сорт муки. Очень вкусные чуду получаются. Как-нибудь я вам обязательно приготовлю именно вот из такого соотношения. Сюда добавляем воду с осторожностью. Вода комнатной температуры. У меня здесь 300 мл. Мне нужно замесить тесто не сильно тугое, но и не мягкое. И поэтому добавляем воды понемногу. Количество ингредиентов, то, что я буду добавлять, я обязательно буду указывать в инфобоксе. Под видео в описании. Все хорошо вымешиваем и подливаем воду по необходимости. Еще 100 мл я добавила, недостаточно, и буквально немножко сбрызнуть. И уже сейчас вымешиваем тесто, выкладываю на стол и хорошо вымешиваю его. И сейчас все тесто хорошо собираем в комочек. Тесто минуты 3-4 нужно обязательно вымесить. И чтобы тесто было хорошо раскатывать, чтобы оно было эластичное, мы сейчас дадим ему отдохнуть. Посмотрите, какое тесто, как оно великолепно держит форму. Подкатываем шар. И дадим отдохнуть хотя бы минут 30. Пока тесто у нас отдыхает, мы подготовим начинку. У меня 600 грамм фарша. Фарш говяжий. Если быть точным, это телятина. Очень люблю, очень нежные получаются чуду. Он у меня такой, в меру жирненький, в меру постный. Сюда я добавляю 1 столовую ложку сливочного масла. А сейчас будем измельчать орехи грецкие и нарезать мелко лук. В измельчитель отправляем очищенные грецкие орехи. Обязательно следим, чтобы перегородок ничего не было. Обжаривать орехи абсолютно не нужно. Сейчас сюда я добавляю воду. Я добавляю на глаз где-то миллилитров 100. Сейчас орехи будут белые, очень красивые. Измельчаем их. Они так и легче измельчаются. Сильно мельчить не нужно. Вот такая кашицеобразная масса должна получиться. Отправляем все к мясу. Воду мы еще будем добавлять. Очень вкусные будут чуду. Орехи неповторимый вкус дают мясу. И на самом деле вам очень это сочетание понравится. В измельчитель добавила немного воды и добавляю все сюда. Лука репчатого 400 грамм. И сейчас нам нужно мелко нарезать лук. Выкладываем лук к мясу. Вот именно не измельченный в блендере, а вот так порубленный, очень вкусно лук. Рекомендую именно ножом мелко-мелко порубить. А сейчас нужно измельчить картофель. Где-то 3 средние картофелины. Ну, на вкус, как говорится, вам самим. Не натираем на терке, а именно нужно нарезать. Я делю еще на 3 части и нарезаем как можно тонко. Если будете натирать на терке, картофель очень быстро потемнеет и звучать как-то вот чуду тоже не будет хорошо. Поэтому советую, рекомендую только вот так нарезать тоненько.
Картошечку отправляем к фаршу. И сейчас будем добавлять специи. Уже на этом этапе можно включить духовку на самую высокую температуру. Она у нас должна хорошо прокалиться. Я включаю температуру на самую высокую, 270. Соли добавляю 1 чайную ложку. В принципе, из расчета на 100 грамм фарша 1 грамм соли. Ну, так как у нас фарша 600 грамм, но здесь присутствует картошка, лук, орехи, поэтому я добавила где-то 7 грамм. Ну, по вкусу. Добавляю немного тмин, перебарщивать тоже не нужно. Где-то пол чайной ложечки. Добавляю немножко кориандр. 1 чайную ложку, можно чуть меньше. Очень сильный аромат. И добавляю 4 перца, тоже где-то 1 чайную ложку. Душистый перец перемолотый у меня, тоже по вкусу. Еще добавляю воды, где-то 100 мл минимум. И сейчас смешиваем. Я думаю, воды еще буду добавлять. Смотрим, сразу все не добавляем. Еще добавляю 100 мл. И все хорошо вымешиваем. Долго месить не нужно, достаточно просто все ингредиенты смешать. Хочу вам показать, как выглядит фарш. Проступила вода. В целом мы добавили сюда 250-300 мл воды. И сейчас, пока специи раскрываются, мы займемся тестом. Духовка накаляется. Тесто отдохнуло. Посмотрите, какое оно тянется великолепно. Клейковина открылась. И сейчас мы будем делить его на кусочки. Я буду готовить чуду сегодня формой полумесяца, поэтому мне нужно где-то кусочки по 220-230 грамм. Я буду взвешивать. У меня получилось 4 кусочка теста по 220 грамм и 1 кусочек 200 грамм. Я сделаю 3 чуду полумесяца и 1 большой пирог. Как раз покажу, как нужно формировать пирог так, чтобы не вытекала начинка в момент выпекания. И сейчас нам нужно каждый кусочек теста скатать в шар. И это обязательно. Для того, чтобы вы, когда раскатывали, у вас пласты получались ровные и хорошие. Вот так. И устанавливаем на тарелочку. Выкладываем шарики на блюдо. И вот здесь у меня уже для пирога. Здесь 270 грамм и замыкающая верхняя часть 130 грамм. Я уже сразу поделила. Накрываем обязательно пленочкой и дадим минут 5-10 прийти в себя тесту. Я подготовила небольшую доску специальную, на которой буду формировать чуду. Это очень важно. У меня эта доска в диаметре 39 сантиметров. И сюда мы немножко подпыляем мукой. Здесь муки много не должно быть. Лишнюю муку стряхиваем. Вот так, чтобы чуду не прилипали. И мы здесь будем формировать и сразу отправлять в духовку. Это готово. А также подготавливаю воду. Я чуду сегодня буду смазывать не яйцом, а водой. Я как раз вам покажу. Это самый бюджетный вариант. И чуду получаются очень хрустящие, очень вкусные и нежные. Вот так вот, чтобы макать рукой, я все буду показывать. На рабочую поверхность подпыляем мукой. Шарики наши отдохнули. И раскатываем не сильно тонко, но тонко. Равномерно во все стороны. Катаем так, чтобы и в центре, и на периферии толщина теста была одинаковая. И вот сейчас именно тот случай, когда я примеряю на своей доске. Вот здесь вы видите, я уложилась в размеры доски. Очень удобно. И сейчас соединяю, вот каким у нас должно быть чудо. Обязательно вот я вам показываю, чтобы вам наглядно было видно. И вот здесь у нас получается, что мы складываем чудо. И вот сейчас мы убираем. Мы видим границу, где мы чудо будем наполнять, где должно заканчиваться. Обязательно нужно будет, я подбираю, у меня чудо должно быть по размеру
моего противня, чтобы все помещалось. У меня противень размера 39 сантиметров на 30. То есть у меня здесь полумесяц великолепно помещается. И сейчас выкладываем начинку. Видите, сколько влаги проступило. Обязательно перед каждым применением начинку смешиваем. И выкладываю начинку. Распределять буду руками. Начинки должно быть достаточно. Она сразу выделяет влагу, поэтому все делаем как можно быстрее. Распределяем равномерно. Старайтесь, чтобы краев не касалась начинка. В противном случае защипнуть будет очень тяжело. Накрываем и начинаем плести косичку. Плетем косичку, поднимаем бортики и плетем. Так, чтобы не перетекало, посмотрите, я под доску, так, чтобы здесь у нас сгиб, поэтому никуда вытекать не будет. Вам так легче будет защипывать. Это очень хороший лайфхак вам. Теперь мы распределяем чуду. Убеждаемся, что оно у нас беспрепятственно двигается. И сверху макаем руку и смачиваем так, чтобы вниз не подтекала вода. Иначе прилипнет чуду. Много воды не нужно, так, чтобы поверхность была сверху мокрая. Можно кефир, разбавленный водой, можно сметаной. Обязательно делаем дырочку, чтобы пар, когда вырывался, не порвал чуду. Если вы оставите сухим чуду сверху, то оно растрескается в разных местах. Все, отправляем на противень. Противень ничем не смазываем. Распределяем и отправляем в духовку. Выпекать будем при 270 градусах. Самая максимальная должна быть температура. На газу оно лучше получается, но в электрической должна быть максимальная температура. И сейчас мы будем выпекать до готовности. Отправляем. 40 минут у меня хорошо разогрелась духовка. И сейчас минут 20-25 будем выпекать, в зависимости от вашей духовки. Вот вы видите, на краях нет нигде начинки. Она не дотекает, потому что под доску подложили скалочку. Сверху смачиваем водой. Перекладываем на противень. Обязательно дырочку в середине. Все готово. Отправляем в духовку. Сверху смазываем сливочным маслом и края все хорошенько проходимся. А теперь только успевай. Уже не за горами и второй. Как же они пахнут изумительно. Не накрываем пленочкой,
потому что я хочу, чтобы они оставались хрустящими. И буквально 5 минут, и сейчас будем их пробовать. И сейчас другое чудо сделаю в виде пирога. Большой лист раскатаю и маленький. Я раскатала по доске. Распределяем вот так. Видите, у нас как получается. И верхний пласт, он небольшой. То есть у нас косичка будет посередине. У меня на канале очень много разного вида чуду. И тонкие, и в виде пирогов. С мясом очень много национальной кухни. Я оставлю ссылки под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие, я думаю, вам понравится. Итак, сейчас смешиваем фарш и выкладываем на пласт. Чтобы влага равномерно распределилась. Все делаем быстро. До краев не тянем, потому что вода уже сразу сок начинает распределяться. И поджимаем края. Вот так. Сверху выкладываем пласт. И сейчас начинаем защипывать. Вот таким образом, видите, здесь согнуто, и поэтому никуда не вытекает сок. Если вам сложно делать косичку, просто защипните, вот так, защипните хорошенько. И этого достаточно. Пирог у вас будет все равно очень красивый и вкусный, самое главное. И сейчас косичку плетем. Итак, у нас все готово. Чудо наше красивое готово. Немножко прижимаем. И сейчас распределяем вот так в краешек. И слегка, чуть-чуть распределяем. Сверху смачиваем водой. Дырочку делаем. И в духовку. Чуду получились просто отменные. Тонкое тесто, хрустящая корочка и сочная-сочная мясная начинка. Как же это вкусно! Я всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Готовятся они очень быстро, легко. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, дорогие друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Ваша подписка, комментарии и лайки помогают продвижению канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Впереди нас с вами ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.